Дети из Украины, они как бы живут без родителей, там опекуны. Мы туда ездим и лечим им зубы. Представляете, как там классно? И какой прекрасный вид из окна. Я бы, конечно, на недельку сгоняла бы в Минск. Так вообще, конечно, соскучилась по всем родственникам. Все, кто тоскует, я вас понимаю. Вы не одни, я с вами. Уставшая, измученная уже. У нас сегодня было около 40, а может даже чуть больше 40 человек. И это очень вкусно. Сашка, скажи. Очень вкусно. Рецепта не будет, ребят. Всем привет. Сейчас только 7 часов утра. Это редко со мной бывает, чтобы я так рано вставала. Обычно я работаю чаще на вторую смену. Ну, бывает, конечно, и на первую. Но чаще на вторую я уже привыкла спать. Что скрывать? Ну, короче, сегодня по вторникам обычно мы ездим в такую небольшую командировку. Туда, куда мы едем, называется Оса, отель Оса. И там, кто-то же рассказывала, ребята, ну, дети из Украины, они как бы живут без родителей, там опекуны. У них есть, ну, они с опекунами, ну, просто дети из интерната. Вот, и мы туда ездим и лечим им зубы. Там не только мы, там еще много врачей, которые приезжают, их обследуют. Вот, и мы в том числе ездим и лечим зубы, там очень много детей. Вот, может, сегодня, если удастся, поснимаю немножко. И вообще у меня такие глаза. Сразу видно, что я такая проснулась недовольная. Недовольная жизнью. Ну, глаза реально опухшие, не выспавшие. Потому что ложусь-то я практически в час ночи. И я ничего не могу с собой поделать, потому что я не умею раньше ложиться спать. У нас с Сашкой такой распорядок, что мы в 12 еще чаек пьем. Бывает такое, но долго мы не можем уснуть. Уже привычка. На самом деле я уже, не знаю, очень давно, когда я работаю не с 8. В Минске я работала всегда к 10. То есть я не вставала рано. Тут тоже как бы редко встаю на первую смену. Какие машины? Нет, мешают мне говорить. Но Саша так вообще давным-давно уже работает с дома. И вот вообще повезло. Ну, а Чупи? Чупи вообще, я хочу быть Чупи. Спать до 10, потом днем спать. Потом меня чтобы жалели, опять жалели. Потом меня кормили, потом я спал, потом меня жалели. Я, как обычно, пришла раньше на остановку. Посмотрите, какой красивый дом построили в Лодзи. Конечно, таких новых, красивых много домов. Но это прям, я бы тут пожила. Это, кстати, недалеко от нас. Может, кто из наших подписчиков тут живет, снимает квартиру. Но он не так давно его построили. Но больше всего меня привлекла вот эта маленькая хата. Такой он классный. Смотрите, маленький, веселенький, круто. Мне очень сильно нравятся вот эти вот балконы угловые. Очень хороший прям размер балкона, большой. Наверное, оттяпали хорошие метры от квартиры, но все же. Ну, представляете, как там классно? Можно расставить много чего. Цветы, какой-нибудь уголок для улицы. Мне вообще классно. Окна красивые. Жабка, в конце концов. Ну, жабка должна быть в каждом доме. И какой прекрасный вид из окна. Вы уже как-то показывали это здание. Ну, в Лодзи бывает еще не до конца отремонтированное здание. Но я вижу, вот этот продают, вот это здание. Может, когда-то кто-то и купит, и отремонтирует. Теперь у меня пересадка в центре Лодзи. Это фабричный вокзал. Едет какой-то автобус. О, мой автобус 53А. Ну, хотела сказать, смотрите, какой красивый центр. Получается, автобус приехал на 2 минуты раньше. Я не вижу, когда так делают автобус. Если бы я опоздала на пару минут. И здесь я жду Луизу. Это конец Лодзи или начало. Здесь
Где-то уже заканчивается Лодь. Чуть дальше. Ехать до Осы нам где-то 1:20. И жду здесь доктора, и мы едем на ее машине. Тут еще есть Жабка, в которой мы с Луизой часто что-то себе покупаем. Я вот думаю сходить, чай купить или воды. Я воды забыла, блин. Воду хотела с дома взять, чтобы не покупать, но в итоге ее забыла. И, наверное, сейчас зайду, чаю куплю. Потому что ждать ее еще, минут, не знаю, 5. В итоге все-таки купила воду. Вот это, кстати, вода очень вкусная. Здесь Совянка. Не знаю, короче, в этой банке, во-первых, бутылка очень удобная. И вода вкусная. Беру ее часто. Еще тут находится вот такой цветочный магазин с Кшедлевска. И я обратила внимание, что по городу их очень много. Я вообще думаю, может, это какой-то, не знаю, польская сеть вот этих магазинов, магазин цветов. Как будто да, потому что это не только один такой цветочный магазин я видела. Тут еще вот все для сада и огорода. С другой стороны улица выглядит вот так. Но это конец Лоди, конечно, он будет такой. Маленькая такая дорога вообще такая. Посмотрите, какая узенькая. Но машины едут. Вообще мне сейчас, я сейчас ехала, смотрела тиктоки, и мне очень много попадается роликов про Беларусь. Блин, мы так давно не были в Беларуси, и такая ностальгия вообще, конечно. Мне попадаются там такие видео, типа, там метро показывается, Минское, и спрашивают, вы уже чувствуете запах минского метро? И я его реально почувствовала. Я бы, конечно, на недельку сгоняла бы в Минск. Так вообще, конечно, соскучилась по всем родственникам, по городу. Я погуляла с удовольствием. Знаете, я бы зашла еще на рынок в Минске. Очень люблю, конечно, рынок. Погуляла бы. Нашла бы в центр, бы сходила. На недельку приехала, ребят. Ну так. Конечно, встретить всех родственников, очень вообще соскучилась по всем. Но пока никаких хороших новостей по этому поводу нет. Блин, то тепло, то холодно, сейчас не холодно. Но Польша, то я чувствую себя очень хорошо. Мне очень нравится. Не знаю, в Польше чувствую себя как дома. Но, конечно, мне не хватает родственников, родителей. Знаете, как бы хотелось... Вот сейчас я стою и думаю, как бы хотелось поехать на недельку к родителям, и к Сашиным, и к моим родителям, и всех увидеть. Вообще, там же столько родственников у меня. Я когда жила в Беларуси, я как-то даже и не задумывалась о том, что я всегда хотела не жить в Беларуси. И Саша тоже, мы как бы это всегда разделяли, эту точку зрения. Но когда я уже не живу в Беларуси много лет, то есть я не знала, что сложно будет приехать в Беларусь. Я думала, что границы открыты, когда захочешь, туда приедешь. А когда вот нельзя приехать, вы не представляете, насколько хочется всех увидеть. Так и живешь в Беларуси, и тоже, в принципе, не каждые выходные видишься, тоже редко с родственником видишься. Но когда ты уже их столько давно не видел, то есть у них столько новостей, у них столько всего происходит. Ну, конечно, жизнь идет. Хочется всех посмотреть, всех обнять, всех послушать. Какая-то грусть на меня напала сегодня. Эти тиктоки дурацкие. И я уверена в том, что все, кто живут тут, в Польше, приехали из Беларуси, там, не знаю, из Украины, из России, у них, конечно, тоже... У них машина приехала, я сейчас подумала, что так смотрел мужчина, подумала, может, что мне что хотел сказать. Я понимаю, что все, кто живут в Польше и не могут попасть в свои страны, хотя в Украину, я знаю, что, там в Киев люди ездят, и родители приезжают сюда к детям из Украины, то есть, у них хотя бы граница открыта, у нас немножко сложнее с этим. Ой, короче, родители не могут приехать, мы не можем приехать. Все знают, по каким причинам. Вот такие дела, ребятки. Грустно. Короче, все, кто тоскует, я вас понимаю. Вы не одни, я с вами. Вот можно посмотреть цены
на всякие растения. Ой, смотрите, какая милая. Не, ну это не елочка, называется Прокария. 115 злотых. Вот что написано. А Прокария 115 злотых. Трэш. Ну дорого. Всякие елочки. Прикольно, не? О, я вот эти вот люблю. Так мне нравится. Я бы их много-много посадила. Но я бы их посадила, например, на балконе. Тоже красиво выглядит. Сколько один? 8 злотых. Вот это вот недорого. И вот елочка. 45 злотых. То есть, если ты посадишь вот такую елочку маленькую, то сколько она будет расти? Вот примерно до таких размеров. Сколько лет? Интересно. Ну, я думаю, блин, много. Может, лет 10. Вот на заправке. Едем уже где-то час. Еще где-то минут, не знаю, минут 15-20 ехать. Пока ты тут доедешь, полдня пройдет. И поэтому я очень люблю ездить в Осу, потому что долго ехать, ребят. А назад мне еще сколько возвращаться. Я буду дома поздно вечером, может, не знаю, часов 7-6. Учитывая, что я встала в 6 утра. И буду в 6 где-то вечера только дома. Покажу, как выглядит эта Оса. Покажу еще с обратной стороны. Ну, это наш вот кабинет. Там мы моем, тут мы вытираем. Ну, вот как есть мусор, надо выкинуть. Мы уже заканчиваем работу, я уже убираюсь. Вот так работаем в прикладных условиях. Это мой ассистор. Это врача-ассистор. Тут сидят пациенты. Но самое крутое, у нас есть здесь окна в пол. Видите, как все. Вот так я выгляжу. Уставшая, измучена уже. У нас сегодня было около 40, а может даже чуть больше 40 человек. Короче, сложно, ребята, очень сложно. Сложная эта работа, но зато хорошая. Зато хорошая. Мне пока нравится. Пока мне нравится работать. Ну, при этом мне вообще нравится работать. Это моя работа. Полностью себя чувствую здесь хорошо. Но очень сложно. Потому что мне еще нужно вернуться на работу, а после работы домой. Вот такие дела. Но я не жалуюсь, просто рассказываю. Я голодная и приехала за хот-догом. Хот-дог стоит 6,99, а в Жабке он стоит на 2 злотых меньше. Ну, в принципе, неплохой хот-дог, но в Жабке намного вкуснее. И дешевле, на 2 злотых, я уже говорила. Просто я в Жабке люблю с обычной сосиской есть. Ну, тут такой кабанос типа дали. Сегодня я решила приготовить вот такое вяленое мяско. Класс! Посмотрите. Просто оно прозрачное. Ой. Ну, это мяско, куриная грудка. Просто вот такое прозрачное, такое вкусное. О, это вот знаете, как типа джерки, но только они мягенькие. И мы уже готовим не первый раз. И это очень вкусно. Сашка, скажи. Да. Очень вкусно. Обожаю. Рецепта не будет, ребят. А может не будет. Ну, не знаю, кому интересно. Все могут найти. Кому интересно, найдут в интернете. Это как бы несложно делать. Вот купила такую приправу в Lidl. Точнее, не приправа, такая соль. Нитритная, что ли. Не знаю, как она переведется. Ну, я думаю, что это нитритная соль. Она очень классно подходит, когда делаешь там вяленое мясо. Или вот как я сейчас делаю грудку куриную. Вот так вот в духовке. Ну, должно, по крайней мере, как я вот видео всякие смотрела. В Лидле купила, продавались. Кстати, посмотрите, сколько у меня всяких приправ. Я люблю всякие приправы, сода, всякий цинамон. Ну, это понятно, это когда я что-то пеку. Супер ваниловый. Это ванильный сахар. Тоже цинамон. Всякий орегано. Это соль. Вот это мне вообще не понравилось. Трава цитруна вообще ни о чем. Ну и всякие такие в Лидле. Что-то в Лидле, что-то не в Лидле. Вот этот кебаб вообще мне нравится. Тоже в Лидле покупала. Очень классная приправка. Тоже этой же фирмы приправа для курицы. Это розмарин. Вообще редко его использую. И мускатный орех тоже редко. Но моя самая любимая приправа это вот эта.
Настолько я люблю эту приправу, что у меня их 2 штуки. Вот. Она все время заканчивается, но она офигенно подходит и к мясу, к любому мясу, как к курице. Даже к рыбе я добавляю. И не знаю, ну, когда мариную что-то. Когда просто овощи готовлю, оно очень вкусно. Там вот эти вот вяленые томаты, я даже вот так вот залажу пальцем туда и облизываю. Очень вкусно. Палец, конечно, облизываю. Ну, реально очень вкусно, мне нравится. Конечно, у меня есть красный перец, сладкая паприка, такой перец, потом майранек, вон там, ну, всякое такое тоже, вот такой бутылки с-под конфет. И эта паста, кстати, оранжевая, она мне очень понравилась, мне больше нравится фиолетовая. Еще вот это мне нравится, уже, кстати, осталось мало. Иногда вместо соли добавляю. И вот еще в украинском магазине купили такую приправу для плова. Ну, такая неплохая. Но она все-таки не такая, как хотелось бы. Потому что раньше, мы как-то рассказывали, что раньше для плова мы покупали у узбеков. Вот, это вообще была идеальная приправа. А это просто такой, там даже состав такой. Не знаю, можно посмотреть? Даже состав такой обычный. Не вижу, где состав. Не помню. Ну, то есть там красный сладкий перец, может, чуть-чуть сушеной морковки, тимьян какой-нибудь, розмарин. Ну, такое, короче, не знаю. Просто вкусная приправа, но как бы для плова я чуть-чуть другое представляю. Но тоже ей пользуюсь.